Привет, друзья! Екатерина Андреева – российская телеведущая, которая на протяжении нескольких десятилетий работает в информационной программе «Время» на Первом канале. Екатерина Андреева признавалась самой красивой телеведущей в России. Она лауреат ТЭФИ в номинации «Ведущей информационной программы». Андрееву называют лицом Первого канала. Мы часто видим Екатерину на голубом экране, но мало что знаем о личной жизни известной ведущей и ее увлечениях. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Екатерина Андреева, сколько она зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Екатерина Сергеевна Андреева родилась 27 ноября 1961 года в Москве. Правда, есть источники информации, которые утверждают, что Андреева родилась в 1965 году. Таким образом, точная дата рождения Екатерины окутана ореолом тайны. Отец Екатерины, Сергей Александрович, был заместителем председателя Госнаб СССР. Мать, Татьяна Ивановна, работала инженером, а после того, как родила младшую дочь, стала домохозяйкой. Младшая сестра Екатерины, Светлана, работает редактором в новостной программе «Время». Первоклассница Катя была очень маленькой, на физкультуре замыкала строй. Сверстники не упустили случая и сразу приклеили крошечной девочке прозвище «Цыпленок». Катя не обижалась, тем более, что через несколько лет она значительно обогнала своих одноклассников в росте. В подростковом возрасте бывший цыпленок активно занимается баскетболом, и девочке даже удается попасть в школу Олимпийского резерва. Окончив школу номер 187, Екатерина Андреева училась на вечернем отделении Всесоюзного юридического заочного института. На 5-м курсе института девушка занималась написанием дипломной работы и практически не двигалась, но много ела. При росте 176 см Андреева поправилась до 80 кг. Чтобы сбросить лишний вес, Катя вновь взялась за спорт, посещала тренажерный зал и села на строгую диету. Тогда ей удалось сбросить 20 кг. Сейчас телезвезда с юмором вспоминает об этом и до сих пор считает физические нагрузки важной частью жизни, но уступающей по значимости семье и работе. Ушедшие килограммы больше не возвращались. Когда журналисты просят поделиться секретом молодости и вечной привлекательности, Екатерина говорит, что необходимо учитывать все, что попадает в желудок, и не переедать. Тогда и пластика не понадобится. Андреева успела некоторое время поработать в Генеральной прокуратуре. Там она трудилась в отделе делопроизводства Следственного управления. Однако вскоре девушка почувствовала, что юриспруденция не для нее. Екатерина поступила в Московский педагогический институт на исторический факультет, который окончила в 1990 году. Через некоторое время Екатерина Андреева узнала о наборе на курсы повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Она стала учиться на этих курсах, но во время учебы в свои силы девушка не верила. Ее часто ругали. Преподаватели считали, что Екатерина слишком холодная и высокомерная. А училась Андреева у Игоря Кириллова, сумев пройти советскую дикторскую школу. В 1991 году Екатерина все-таки попала на телевидение. Сначала она работала диктором Центрального телевидения и телекомпании Останкино, затем ведущей «Доброго утра». С 1995 года Андреева работала редактором информационных программ на ОРТ и, кроме того, была ведущей программы «Новости». В 1998 году девушка стала постоянной ведущей программы «Время» на Первом канале. На протяжении 6 лет Екатерина Андреева вместе с Сергеем Брилевым была ведущей прямой линии с Владимиром Путиным. Телеведущей удается одновременно быть деловым человеком, матерью и прекрасной женой. Она не скрывает, что во второй раз замуж вышла очень удачно и счастлива в браке. О первом муже Андрее Назарове, с которым училась в школе, Екатерина никогда не рассказывает. От этого брака у нее осталась дочь Наталья. В 1989 году судьба свела звезду Первого канала со вторым супругом, Душаном Перовичем, сербом по национальности. Впервые мужчина увидел Катю по телевизору и нашел через знакомых журналистов. Во время знакомства Душан едва знал 10 слов на русском языке. Перович ухаживал за любимой женщиной 3 года, прежде чем пара сыграла свадьбу. Семейную жизнь супруги выстроили на компромиссах и договоренностях. Екатерина и Душан – противоположности. Он – спокойствие и порядок, она – воплощение хаоса. Претензии муж начинает высказывать со слов «прости меня», но… И после этого в глазах жены все воспринимается по-другому. Общих детей в семье нет. Андреева с мужем – заядлые путешественники, не доехали только до Австралии, Новой Зеландии и Латинской Америки. Екатерине довелось спасаться в Африке от взбесившегося слона. Потом она чуть не погибла во время жесткой посадки на воздушном шаре.
В Индии не побоялась взять в руки ядовитую змею. Однако любить путешествия от этого меньше она не стала. Любимое место отдыха Екатерины – озеро Гарда в Италии. Всех интересует секрет красоты и неувядающей внешности Андреевой. «Все должно быть просто», – заявляет Екатерина Андреева. И утверждает, что самое идеальное – это японская кухня. В ней только натуральные продукты и максимум витаминов. А продукты готовятся на максимальном огне и быстро, чтобы витамины остались живыми. Что касается ее вкусов, то телеведущая очень трепетно относится к своему питанию. Утром Андреева ест кашу, в обед – суп непременно на мясном бульоне, а вечером подкрепляется чем-нибудь легким. Екатерина занимается йогой и пилатесом, что также помогает ей так хорошо выглядеть. Однако строгий режим Екатерина Сергеевна все же нарушает. Она обожает шоколад. Завести личный блог в социальной сети телеведущую вынудили фейковые страницы, а поначалу тратить время на модное явление ведущей не хотелось. Заглянула, и оказалось, что от имени лица Первого канала пишутся комментарии, которые ей не свойственны. Катя создала пробную страницу, чтобы понаблюдать, заодно публиковала снимки и видео из туристических поездок. На последних даже удалось подзаработать – продать записи интернет-изданиям. Открыв аккаунт под своим именем, знаменитость ликвидировала двойников. Основной заработок Екатерины – это официальная зарплата на телевидении. Из-за коммерческой тайны работникам Первого канала нельзя разглашать, сколько они получают. Однако по непроверенным данным, диктор информационных телепередач на Первом канале получает фиксированную сумму. В зависимости от стажа, опыта, заслуг и прочего, зарплата ведущих варьируется от 100 тысяч до 600 тысяч рублей, без учета премий. Екатерина Андреева относится к категории профессионалов высокого уровня, поэтому у нее высшая заработная ставка. С дополнительными премиями за месяц набегает зарплата около 14 тысяч долларов, а за год чуть больше 160 тысяч долларов. Не будем забывать, что аудитория ведущей новостей в Instagram сегодня более 500 000. Больше всего внимания Екатерина уделяет постам про путешествия. Снимает видео о местах, где побывала. Делает это в шутливой манере, поэтому подписчики прозвали ее «Галкин в юбке». Ведущая много раз акцентировала свое внимание на привычке жить посредством, простенько, но со вкусом. Мол, бриллианты она не носит, шопингом не увлекается, одежду предпочитает хоть и престижных, но не самых заоблачно дорогих мировых брендов. Екатерина рассказала, что много путешествует благодаря обеспеченному мужу. Душан считается черногорским наследным принцем. Его семья была очень зажиточная и владела крупным конным заводом. Поэтому любящий супруг с радостью оплачивает любые прихоти звездной жены. «Но на то-то он и муж, чтобы баловать меня», – отметила ведущая. Екатерине не жалко тратить деньги на обучение и хороших косметологов. Все это – инвестиции в себя, особенно последний пункт. А вот на продуктах она может и сэкономить. Уверена, что корзина потребления для тех, кто придерживается здорового образа жизни, достаточно экономна. Ей все равно, что пишут в сети злопыхателей, а таковых немало. Одним не нравится макияж и прическа, которые, к слову, Екатерина делает сама. Зрители, подкованные в филологии, ругают звезду за неправильные ударения и интонацию. Телевизионщикам, по информации ряда СМИ, не дает покоя самая высокая среди коллег зарплата. Однако ситуация, что скажут люди, ведущую не волновала с 3 лет. А обращать внимание на мнение тех, кого не видишь и не знаешь, и вовсе не стоит. Из различных источников известно, что Екатерина Андреева проживает на знаменитой Рублевке, где самый простой дом обойдется в 2 миллиона долларов. За обычную зарплату такой домик не купишь. На редких фото из дома можно увидеть, что он обставлен как дворец. Антиквариат, натуральная мебель, дорогие ковры, большие люстры. Можно смело предположить, что декор увеличивает стоимость дома в 2-3 раза. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!